Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора Waffen-СС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Снова наши снаряды с гулом проносились над нами и разбивали каменные глыбы. Но греческая артиллерия здесь была мощнее. Мост рухнул от прямого попадания. Мы лежали на дне окопа, вжавшись в грязную землю. Интенсивность артиллерийского огня говорила мне, что внезапный штурм не будет удачным. Требовалась продуманная атака. Примерно в середине дня атака была возобновлена при поддержке более тяжелой артиллерии и 3-го батальона моторизированной пехотной бригады СС Лейбштандарта Адольф Гитлер. Батальон выдвинулся для охвата греческих позиций слева и должен был быть до вечера выйти на главный путь отхода греков. Чтобы подавить сильную греческую артиллерию и помочь разрушить позиции противника на высоте 800, в поддержку моему батальону были вызваны пикирующие бомбардировщики Ю-87 «Штука». Операция проводилась с непревзойденной точностью. «Штуки» наносили удар по позициям противника, как хищные птицы, делая широкие круги вокруг горы, а затем пикировали своем глубоко вниз. На высотах и горном массиве возникли вспышки от сброшенных бомб. Доносился грохот. В небе поднялись грибообразные столбы пыли и камней, соединяясь друг с другом и дрейфуя темной дымкой над озером. Плотная пелена покрывала гору, показывая разрушительный эффект от наших бомб и артиллерийских снарядов. Там развергся настоящий ад. Когда упали первые бомбы, мотоциклисты выскочили из своих окопов и побежали через открытое поле, с трудом переводя дыхание. Отличная стрельба 88 миллиметровых зенитных орудий завершила работу «Штуки» тяжелой артиллерии. Пройдет много времени, прежде чем греки опомнятся от атаки Ю-87. К тому времени будет уже поздно. Солдаты 2-й роты 1-го разведывательного батальона СС забрались на гору и закрепились среди скал. Остальная часть батальона устремилась к Асторию, через наспех починенный мост. Ничего не подозревавшие греческие роты и батареи, отходившие с гор, были настолько ошеломлены, что не сделали ни выстрела и добровольно сдались в плен. Однако одна из греческих батарей продолжала вести огонь и была нами вдребезги разбита. Бронемашины нашего батальона с ревом проследовали мимо греческих колонн к центре Кастарии. Хаос был полным. На рыночной площади меня приветствовал местный священник. Никогда не забуду его братские объятия. Потом от меня несколько часов воняло чесноком. В сумерках мои бравые товарищи взяли на себя оборону северных подходов к Кастарии. Греческие части шли и шли из Албании к Кастарии, после боев с итальянскими войсками. Итальянцам греки как следует всыпали, но затем были вынуждены отходить под угрозой окружения немцами. Постоянно шел дождь. Раскаты грома сильной грозы чередовались с грохотом снарядов и бомб. Наши силы были на исходе. Мы засыпали прямо на месте. Размах нашего успеха стал виден только на следующее утро. За последние 24 часа мой разведывательный батальон взял 12 тысяч пленных и захватил 36 орудий. За то, как проявили себя мои храбрые гренадеры, я был награжден рыцарским крестом. Бои с оказавшейся в западне греческой армией продолжались. Бригада СС Лейбштандарт, преодолев немалые трудности, взяла перевал Катара через горы Пинт и заставила капитулировать 16-ю дивизию греков. Капитуляция была подписана 21 апреля в Ларисе. Ближе к вечеру 24 апреля, когда я был в Янине, к западу от перевала Катара, мне было приказано преследовать разбитые британские войска. Мои боевые товарищи перед этим как раз успели, впервые с начала с Балканской кампании, спокойно выспаться ночью. Утром растолкали, пробудив от сна без сновидений. Топливные баки наших мотоциклов и машин были заполнены до краев из канистр, взятых в гараже у греков. Никто не удосужился собрать греческие пулеметы, сложенные в мечети Али-Паша, в старой турецкой крепости, а также несметное количество оружия, оставшееся в городе. Греческие солдаты, которые отходили сюда через горные перевалы из Албании, оставляли свое оружие, прислонив его к стенам домов, сбривали свои темные бороды и шли в ближайшую пекарню. Они выходили туда с буханками свежего хлеба, пучком лука-порея и, если повезло, то и с несколькими рыбешками, нанизанными на пруд. Затем они снова брели на юг. Мы их перехватили. Этот перехват еще раз наглядно продемонстрировал нам разницу между дорогой победителей и дорогой побежденных. Эти люди, которые были раньше рыбаками, крестьянами, пастухами, торговцами или профессиональными военными, видимо, были до разгрома Греции вполне уважаемыми людьми. Теперь же они хаотично брели через долины и перевалы, возвращаясь домой с позором.
Война закончилась для них в безнадежном смятении. Даже бы, если мы случайно увидели одинокого полковника, прямо сидящего в седле. Это было разложение. Мы же продвигались все дальше и дальше. Мы собирались рано или поздно прижать британцев. Батальон нигде не останавливался, но по ходу мы задавали несколько вопросов в каждой деревне или небольшом городке. Тот, кто успевал по пути отрезать себе кусок хлеба с намазанным на него жиром, до тех пор, пока не съедал, прикрывал его сверху рукой, чтобы не съесть заодно и быстро налипающий слой пыли и грязи. Только однажды у залива я позволил себе короткую остановку. Я нашел здешние апельсиновые рощи просто чарующими. Солдаты набрали в свои каски ароматных фруктов. Мы хотели попробовать их и убедиться, что мы на юге. На узкой горной дороге стоял несчастный пони греческой армии. Белая лошадка с синими тенями, проступающими между ее ребер. Брошенная, без упряжки, на последнем издыхании. Она не шевелилась. Она стояла как памятник разгрому. Мимо нее проезжали наши бронемашины и мотоциклы. Лошадь тоже была ветераном проигранной войны, обессиленным, жалким существом. Далее на юг мы двигались, пересекая бурлящие горные реки, и видели в них безоружных солдат, наслаждающихся прохладной водой. Но нам, покрытым грязью и потом, нельзя было наслаждаться ни единой каплей. Мы видели тысячи людей, лежавших в тени оливковых деревьев. Вместо этого нам приходилось следить за уровнем топлива и за поворотами дороги. Нам приходилось избегать выбоин и крепко держаться за руль, когда наши машины подбрасывало на ухабах. Мы, конечно, помнили несчастные польские дороги, но эта дорога была чертовой теркой для сыра, которая, казалось, хотела вытрясти из нас душу. На смену вечеру наступила ночь, а мы все еще не достигли цели. Отбившиеся от своих британские солдаты и подрывные команды разбегались перед нами. Греческие крестьяне говорили нам, что британцы развертывали шипованные ленты на дорогах, чтобы задержать наше наступление. И это оказалось правдой. Водители ругались, пока им приходилось менять очередное спущенное колесо. Мы сделали короткую остановку в маленьком городишке. Батальону нельзя было привлекать к себе внимание. Преследование британцев продолжалось на заре. Мы мчались все время на юг, вверх через невысокую горную гряду и снова вниз, в долину. Мы пересекали глубокие ущелья. Развалины классической Греции приветствовали нас. Кто-то вспомнил лорда Байрона, который был убит здесь в сражении с турками в 1824 году. Но у нас не было времени думать об истории. Прямо перед нами возник город Миссалонгиум. Скоро мы достигнем Каринского перешейка, а затем сможем перехватить британцев. Авангард осторожно двигался своим маршрутом по направлению к городу и въехал на его узкие улицы. Население Греции приветствовало нас. Последние британские войска только что оставили город и отступали вдоль побережья по ведущей на восток дороге, уходившей в направлении Каринского перешейка. Бросок через Пелопоннес. Мы выдержали 250-километровый поход через гористую страну и остановились напротив темных гор, возвышающихся на полуостровом Пелопоннес. У нас не было радиосвязи с полком, мы были одни. Над нами летали английские разведывательные самолеты и делали круги над портом Патры на другой стороне залива. Нам видны были суда в гавани, и мы увидели британский эсминец, отчаливший, чтобы взять курс на юг. Мы шли по следам английских команд подрывников и скоро должны были выйти к Каринскому перешейку. Но такого рода преследование мне стало уже неинтересным. Зияющие воронки на дороге снижали нашу скорость. Я думал, что скорее приобрету огромный опыт в строительстве дорог, чем перехвачу англичан. Горы на другой стороне Каринского залива все чаще привлекали мое внимание. По дороге вдоль побережья Пелопоннеса на дальнем конце залива британские части двигались от Коринфа в Патры, чтобы добраться до судов и эвакуироваться. Я стоял на моле у Навпактоса, маленькой невзрачной гавани с башнями средневековой крепости, когда строй пикирующих бомбардировщиков Ю-87 штука атаковал порт Патры. Клубы дыма и взрыва взметнулись в воздух из скопления судов. Вдруг я заметил телефон. Он все еще был подключен. Он работал, а Патра отвечала. Вздрогнув, я положил трубку обратно на рычаг древнего аппарата. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.